В субботу утром, 11 января 1992 года, Дон Фоули и его брат Ральф охотились на перепелов в округе Джефферсон, когда заметили странный объект на соевом поле неподалеку. Первой мыслью Ральфа было то, что этот объект был телом, хотя логика подсказывала, что это было нечто иное. Тем не менее, двое мужчин подошли посмотреть поближе. На первый взгляд, это была резиновая надувная кукла, которую кто-то выбросил и поджег. Но при ближайшем рассмотрении все оказалось гораздо страшнее. Объектом была не кукла, а обгоревшие останки человеческого тела. Если не считать трусиков, тело было обнажено и сильно обожжено выше талии. Ноги жертвы были расставлены, а руки со сжатыми кулаками были вытянуты к небу. Жертвой оказалась молодая женщина, но ее грудь была так сильно обожжена, что трудно было сказать что-то еще. Ужаснее всего выглядело лицо жертвы. Глаза были пусты, бесцветные. Рот был широко раскрыт, обнажая зубы, плотно стиснутые на языке жертвы. Место преступления выглядело чудовищно. Обоим мужчинам оно запомнится на всю оставшуюся жизнь. В 10:55 старший заместитель Рэнди Спрай из офиса шерифа округа Джефферсон в Мэдисоне получил звонок от Фоули и отправился на место преступления. Поскольку в округе Джефферсон не совершалось убийств более 3 лет, шериф несколько скептически отнесся к сообщению братьев Фоули. Однако после того, как он прибыл на место происшествия, сомнения Спрая рассеялись, и он немедленно связался по рации с офисом шерифа, чтобы запросить присутствие шерифа Ричарда Шипли на месте преступления. Шипли потребовалось больше часа, чтобы добраться до места преступления из своего дома в Мэдисоне. На первый взгляд он был потрясен. Он видел много мертвых тел во время своей службы, но никогда не видел ни одного в таком ужасном состоянии. Сразу стало очевидно, что у офиса шерифа нет ресурсов для надлежащего ведения расследования. Поэтому Шипли обратился за помощью в полицию штата Индиана. Детектив полиции штата Индиана Стив Генри и судебно-медицинский эксперт сержант Кертис Уэллс прибыли на место преступления в 13:00. Уэллс записал место преступления на видеокамеру и сделал несколько фотоснимков. Сняв слепки различных неизвестных следов шин и следов обуви, он начал беглый осмотр тела. Благодаря обширным познаниям сержанта Уэллса в области криминалистики ему было очевидно, что для уничтожения вещественных доказательств использовалось легковоспламеняющееся вещество. Осматривая область гениталий жертвы, он отметил, что трусики жертвы были сдвинуты на одну сторону и что состояние тела указывало на анальное изнасилование либо до, либо сразу после смерти. Когда Уэллс осматривал тело, детектив Генри обнаружил расплавленную пластиковую бутылку со следами бензина, лежащую в сорняках поблизости. Когда коронер прибыл на место происшествия, Уэллс взял образцы волос жертвы и снял кольцо с одного из пальцев жертвы. Осмотрев кольцо, снятое с руки жертвы, Уэллс обнаружил, что это кольцо класса средней школы Джефферсонвилля с выгравированными на нем инициалами SGH. Согласно книге «Жестокое жертвоприношение» автора Афродиты Джонс, первоначально у следователей возникло ощущение, что убийство было результатом неудачной сделки с наркотиками, но они не могли понять, почему тело оставили на виду. Если бы убийца или убийцы просто отнесли тело еще на 20 метров в кусты, его могли бы не обнаружить в течение многих лет. Наиболее правдоподобным объяснением было то, что тот, кто совершил это убийство, предполагал, что в результате поджога тело будет невозможно опознать. Позже, в тот же день, Клифтон и Гленда Лоуренс проводили субботний вечер перед телевизором, когда младшая дочь пары, 15-летняя Тони, вошла в парадную дверь. За ней последовала ее лучшая подруга Хоуп, а также родители Хоуп, Карл и Глория Риппи, все с мрачными лицами. Прежде чем ее родители успели сказать хоть слово, Тони начала бессвязно бормотать, явно расстроенная и находящаяся на грани шока. Обеспокоенный Клифтон приказал Гленде отвезти Тони в другую комнату, пока он будет разговаривать с Риппи. Карл Риппи рассказал Клифтону, что девочки сказали, что днем девочки стали свидетелями убийства. Он сказал, что подробности были не до конца ясны, но он чувствовал, что они говорят правду.
Обдумав только что услышанное, Клифтон попросил Риппи поехать с ним в полицейский участок. Но супруги отказались, настаивая на том, что сначала собираются поговорить со своим адвокатом. Было начало 10 часа вечера, когда Лоуренсы прибыли в офис шерифа округа Джефферсон в Мэдисоне. Узнав, что молодая девушка и ее семья заявили, что обладают информацией об убийстве в округе Джефферсон, шериф Шипли быстро провел их в свой кабинет. Тони Лоуренс заявила, что провела предыдущую ночь с двумя подругами – 15-летней Хоуп Риппи и 17-летней Лори Текет. Все трое поехали в Нью-Олбани на машине Лори Текет, где забрали 16-летнюю Мелинду Лавлес, подругу Текет. Забрав Лавлес, они на несколько часов отправились на хардкор панк-рок шоу, а затем направились обратно домой. Тони рассказала, что на обратном пути Лавлес заговорила о девушке по имени Шанда, сказав, что Шанда пыталась увести ее девушку и что она хочет ее убить. Прежде чем Лоуренсы покинули полицейский участок, они сообщили шерифу Шипли о плане Риппи нанять адвоката. Пока он решал, что делать дальше, Шипли получил сообщение о пропаже человека из округа Кларк. 12-летняя Шанда Шаррер была объявлена пропавшей без вести ее родителями около 8 часов назад. Шипли почувствовал, как у него упало сердце, когда он прочитал описание. Светлые волосы, рост 150 сантиметров, вес около 50 килограмм. Описание соответствовало обнаруженному этим днем телу девушки. Затем Шипли начал оформлять документы, чтобы получить ордер на арест Лори Текет и Мелинды Лавлес. Когда следователи поспешили привести свои документы в порядок, они получили известие, что зубы жертвы совпадают со стоматологическими картами Шанды Шаррер. Независимо от того, в каком направлении пошло дело, самое сложное было впереди. Шериф Шипли должен был уведомить о трагедии родителей Шанды. Родители Шанды, Джеки Вотт и Стивен Шаррер, сначала были взволнованы, когда с ними связалась полиция. Они были уверены, что их маленькая девочка найдена и что они скоро встретятся. Однако, как только они увидели выражение лица детектива Генри, они поняли, что произошло что-то ужасное. Не существует правильного способа сказать родителям, что их ребенок мертв. Независимо от красноречия или сострадания вестника, семья будет в ужасе. Когда детектив Генри сказал им, что Шанда мертва, у Джеки началась истерика. Было почти 2 часа ночи, когда шериф Шипли и детектив Генри получили ордеры на арест Текет и Лавлес. Автомобиль Лори Текет был замечен в доме матери Мелинды, поэтому следователи решили вручить ордеры именно там. Когда двое мужчин постучали в дверь, открыла мать Мелинды, Марджи. Они быстро объяснили, почему они здесь, и спросили ее, где девочки. Марджи сказала им, что они наверху, поэтому следователи направились прямиком в комнату Мелинды. Войдя в комнату, они обнаружили Мелинду и Лори спящими в постели. Генри крикнул им, чтобы они вставали. Когда они очнулись ото сна, он сообщил им, что их обоих арестовывают по подозрению в убийстве. 2 подростков были выведены из дома в наручниках и доставлены в полицейский участок, где их зарегистрировали и посадили в камеру. В воскресенье утром доктор Джордж Николс провел вскрытие Шанды. В ходе процедуры выяснилось, что она получила множественные травмы. На ее запястьях были обнаружены следы от веревок, а на голове, шее и ногах было несколько рваных ран. Пальцы Шанды были в таком искривленном состоянии, что их пришлось отрезать, чтобы снять отпечатки. Ее челюсть также была удалена, чтобы стоматолог смог точно идентифицировать ее. Верхняя часть тела была покрыта ожогами 3-й и 4-й степени, а ее язык был прикушен стиснутыми зубами. Порезы на анусе и прямой кишке указывали на то, что туда вставляли тупой предмет на глубину не менее 8 см. Кроме того, степень ректального кровотечения показала, что она была жива во время изнасилования. Наиболее показательным было обнаружение сажи в верхних дыхательных путях. Следователи допросили Мелинду Лавлес и Лори Текет, прежде чем доставить их в окружной суд Индианы в Мэдисоне. Против обеих девушек было выдвинуто единое обвинение в убийстве, и для защиты их интересов был назначен адвокат. На отдельном слушании судья Тед Тодд исключил обеих девочек из систем судов по делам несовершеннолетних
решив, что их будут судить как взрослых. После слушания дела Лавлес и Текет, прокурор Гай Таунсенд поговорил с адвокатом Хоуп Риппи о ее причастности. К этому времени средства массовой информации кишели информацией об этом деле, и оно попало в заголовки национальных газет. Общественность была в шоке и требовала скорейшего восстановления справедливости в деле Шанды. Внимание средств массовой информации также было приковано к нескольким подросткам, которые знали обвиняемых и чувствовали, что могут поделиться интересной информацией. Кроме того, Лавлес и Текет во всем признались по крайней мере 3 людям, 2 из которых быстро дали показания Шипли и Генри. Факты начали вставать на свои места. Исследователи медленно собирали воедино то, что случилось с Шандой. Хотя каждая из девушек пыталась преуменьшить свою роль в убийстве, большинство их заявлений совпадали. Прокурор Гай Таунсенд был настроен решительно. Вернуть Шанду было невозможно, но он был полон решимости добиться справедливости для Шанды. На основе признаний девочек, показаний свидетелей и доказательств, обнаруженных следователями, начала вырисовываться картина последних часов жизни Шанды Шаррер. К вечеру пятницы 10 января 1992 года Мелинда Лавлес достигла точки кипения. Ее подруга, 14-летняя Аманда Хеврин, изменяла ей с Шандой, и ей это надоело. Настало время показать им, насколько она решительна в своих намерениях. Приезжала Лори Текет, и Лавлес знала, что она будет более чем счастлива помочь ей воплотить план в жизнь. Лавлес всегда считала Текет странной, потому что она баловалась оккультизмом и утверждала, что у нее есть другая личность, которая была вампиром. Но она была в конце концов преданной подругой и часто поговаривала о том, что хочет кого-нибудь убить ради удовольствия. По дороге к дому Лавлес Текет подобрала 2 своих подруг, 15-летних Хоуп Риппи и Тони Лоуренс. Лоуренс никогда раньше не встречала Лавлес, а Риппи сама встречалась с ней раз или 2. Когда девушки прибыли в дом Лавлес, они все поднялись наверх и начали болтать о том, что должно произойти ночью. Все они ранее в тот день солгали своим родителям, сказав им, что ночуют в доме подруги. Пока девочки сидели и разговаривали, Лавлес вытащила из сумочки большой кухонный нож и сказала, что собирается им кого-нибудь напугать. Затем она рассказала Риппи и Лоуренс о проблемах, которые у нее были с Шандой Шаррер. Лавлес узнала адрес Шаррер, и вскоре девушки уже направлялись к ее дому. Им было трудно найти его, но спросив дорогу у нескольких прохожих, они в конце концов нашли его и припарковались в половине квартала от него. Поскольку Риппи и Лоуренс никогда не встречались с Шандой Шаррер, Лавлес приказала им позвонить в дверь и сказать, что они подруги Аманды Хеврин. Лавлес хотела, чтобы девушки выманили Шаррер к машине. Когда девушки постучали в дверь, вышла Шанда. Лоуренс и Риппи объяснили ей, что они подруги Хеврин и что она ждет Шанду в заброшенном каменном здании в лесу, называемом замком ведьм. Шаррер сказала, что не может поехать туда прямо сейчас, потому что ее родители еще не спят, но пообещала им, что ускользнет около полуночи, если они согласятся приехать за ней. Лоуренс и Риппи согласились и вернулись к машине. Лавлес злилась, что Шаррер не пошла с ними прямо сейчас, но успокоилась, когда они рассказали ей о плане Шанды. Поскольку времени у них было в обрез, девушки решили пойти убить время на концерте в ближайшем государственном парке. Было уже 1:30, когда девушки вернулись к дому Шаррер. Лоуренс не хотела возвращаться к двери, поэтому Риппи и Текет согласились пойти сами. Лавлес была единственной из компании, кого знала Шаррер, поэтому она спряталась на заднем сиденье машины под одеялом. Шаррер ждала у боковой двери, когда подошли Текет и Риппи. Они объяснили, что Хеврин все еще ждет ее, и что она послала их за ней. Шаррер сначала колебалась, но Риппи смогла убедить ее поехать, и вскоре они все уже садились в машину Текет. Лоуренс подвинулась на переднем пассажирском сиденье, чтобы Шаррер могла сесть посередине, и они двинулись в путь. Текет объяснила Шанде Шаррер, что замок ведьм находится в нескольких минутах езды в Ютике, и что раньше он был домом 9 ведьм, которые контролировали город. Пока они ехали в замок, Риппи задавала Шаррер вопросы о Хеврин и их отношениях.
Шарер рассказала, что они встречались довольно давно, и что она действительно заботилась о ней. Внезапно Лавлес высунула голову с заднего сиденья, схватила Шарер за волосы и приставила нож к ее горлу. Шарер плакала и умоляла Лавлес не причинять ей вреда. Но до конца поездки Лавлес орала на нее и неоднократно называла ее сукой, все время крепко прижимая нож к ее горлу. Шарер безудержно рыдала, когда они добрались до замка ведьм. Лавлес и Текет вытащили ее из машины и крепко держали за руки, пока Риппи и Лоуренс освещали путь к замку зажигалками. Оказавшись внутри, Лавлес связала руки Шарер, в то время пока Риппи угрожала ей ножом. Затем Лавлес сняла несколько украшений Шарер, которые она и Лоуренс надели на себя. Риппи решила, что ей нравятся музыкальные часы с Микки Маусом, которые носила Шарер, и взяла их себе. В замке было темно, поэтому Текет взяла старую футболку, подожгла ее и развела таким образом костер. Когда пламя разгорелось, Текет указала на огонь и сказала Шарер, что именно так она будет выглядеть еще до того, как ночь закончится. Шарер была так напугана, что не могла даже говорить. Она просто безудержно рыдала. Текет нервничала, когда мимо замка проехало несколько машин. Она предложила уйти из этого места и отправиться в другое место возле ее дома. Поэтому девушки затащили Шарер обратно в машину и уехали со своей пленницей. Когда девушки остановились на автозаправке Five Star, Шарер лежала на заднем сиденье и была накрыта одеялом, а Лавлес следила, чтобы Шанда не вылезла. Текет наливала бензин, пока Риппи пошла внутрь, чтобы заплатить. В это время Лоуренс позвонила другу. Во время разговора Лоуренс ничего не упоминала о том, что Шарер находится в плену. Для человека, который позже утверждал, что был очень расстроен произошедшими ночью событиями, она не пыталась обратиться к другу за помощью. Как только Лоуренс повесила трубку, компания снова отправилась в путь. Девушкам потребовался почти час, чтобы добраться до Мэдисона. Текет указала на ее дом, и через несколько миль они свернули на старую грунтовую дорогу и остановились. Риппи и Лоуренс вышли из машины, а Лавлес и Текет стащили Шарер с заднего сиденья. Лавлес развязала руки Шарер и приказала ей раздеться. Было очень холодно, поэтому Риппи и Лоуренс вернулись в машину и заняли места у окна, чтобы понаблюдать за происходящим. Шарер разделась до трусиков, пока Лавлес угрожал ей ножом. Затем Лавлес подобрала одежду и бросила ее в машину, сказав остальным, что они могут разобрать вещи Шанды на сувениры. Риппи взяла лифчик Шарер в горошек и надела его, а Лоуренс включила радио. Текет схватила обе руки Шарер и держала их за спиной, чтобы Лавлес могла ударить ее. Шарер умоляла их отпустить ее и поклялась держаться подальше от Хеврин. Но на каждую просьбу Лавлес отвечала приказом заткнуться. Внезапно Лавлес изо всех сил ударила Шарер в живот, и Шарер рухнула на землю. Задыхаясь, Шанда умоляла их прекратить причинять ей боль. Крики Шарер не были услышаны. Лавлес схватила ее за волосы и несколько раз ударила головой о свое колено. От многочисленных ударов брекеты Шарер врезались ей в губы, и изо рта потекла кровь. Пока Шанда лежала на земле и стонала, Лавлес вытащила нож и попыталась перерезать ей горло. Но нож оказался слишком тупым, чтобы разрезать кожу. Затем Риппи выпрыгнула из машины, чтобы помочь удержать Шарер, пока Лавлес попыталась ногой загнать нож. Но это снова не дало никакого эффекта. Не имея возможности перерезать горло Шанды, Лавлес и Текет по очереди наносили ей удары ножом в грудь. Раны были недостаточно серьезными, чтобы вызвать немедленную смерть. Поэтому Текет решила, что им придется задушить Шарер, и побежала обратно к машине за веревкой. Шанда продолжала молить оставить ее в живых, но Лавлес просто рассмеялась ей в лицо. Когда Текет вернулась с веревкой, Лавлес села на ноги Шарер, а Текет оседлала ее грудь. Затем Текет обмотала веревку вокруг шеи Шарер и тянула изо всех сил, пока тело Шанды не обмякло. Неуверенные в том, что девушка действительно мертва, подруги бросили ее тело в багажник и направились к дому Текет. Когда компания добралась до дома Текет, девушки поднялись наверх в ее комнату, а Лори вытащила несколько камней и попыталась прочитать их будущее.
Как только Лори Текет сказала, что их будущее выглядит довольно безоблачно, начала лаять ее собака. Девушки подошли к окну комнаты и услышали приглушенные звуки криков Шанды Шаррер. Текет побежала на кухню, схватила нож для очистки овощей и выбежала наружу. Она распахнула багажник и без предупреждения несколько раз ударила Шанду ножом, надеясь заставить ее замолчать. Закончив, Текет закрыла багажник и вернулась в свою комнату, где ее ждали остальные. Она была вся в крови. После небольшой паузы Текет объявила, что им всем нужно прокатиться. Риппи и Лоуренс отказались, поэтому Лавлес и Текет поехали вдвоем. Пока Лавлес и Текет ехали, решая, что делать дальше, они остановились, чтобы посмотреть, мертва ли Шаррер. Когда крышка багажника открылась, Шанда села, вся в крови с закатившимися глазами. Она попыталась заговорить, но смогла произнести только слово «мама». Затем Текет полезла в багажник, взяла монтировку и ударила Шанду по голове. Затем она закрыла багажник, и они снова отправились в путь. Вскоре, когда они ехали по извилистым проселочным дорогам, они услышали булькающие звуки, исходящие из багажника. Текет быстро остановила машину на обочине, чтобы оценить ситуацию. Лавлес осталась внутри, а Текет подошла к задней части машины и снова открыла багажник. Шаррер лежала на боку. Она выглядела так, словно ее выкрасили в красный цвет, а из ран на груди доносились странные хрипы и булькающие звуки. Текет снова схватилась за монтировку и несколько раз сильно ударила ею по голове Шанды. Один из ударов был настолько сильным, что у Шаррер откололся кусок черепа. Удовлетворенная своей работой, Текет закрыла багажник и подошла к передней части машины. Сев в машину, она поднесла конец монтировки к носу и понюхала его. Она рассмеялась, объясняя, что произошло, и помахала монтировкой перед носом Лавлес. Солнце начало подниматься, поэтому девушки решили вернуться домой к Текет, чтобы сжечь тело Шанды. По пути они несколько раз останавливались, чтобы попытаться успокоить Шаррер с помощью монтировки. Вернувшись к Текет, две девушки разбудили Риппи и Лоуренс, которые все еще находились в комнате, и похвастались ударами, которые они нанесли Шаррер. После этого они объяснили свой новый план, а Риппи и Лоуренс последовали за ними к куче углей на заднем дворе Текет. Девушки быстро обнаружили, что их план не сработает. Угли были покрыты инеем, а у девушек не было бензина, чтобы разжечь костер. Вместо этого Текет решила показать Риппи свою работу. Лоуренс не хотела смотреть на тело, поэтому ей сказали завести машину и увеличить обороты двигателя, если Шаррер начнет кричать. Когда Текет открыла багажник, Риппи заметила бутылку чистящего средства для стекол Windex рядом с Шаррер. Она подняла ее и начала распылять на Шанду чистящее средство, пока Windex шипел, вступая в химическую реакцию с кровью из ран девушки. Шаррер каким-то образом нашла в себе силы сесть. Ее тело было покрыто кровью, а глаза были белоснежными. Шаррер начала раскачиваться взад-вперед, пока Текет говорила с ней. Однако Шанда ничего не говорила в ответ. В какой-то момент, примерно в это же время, данные свидетельствуют о том, что девушки изнасиловали Шаррер с помощью монтировки. Однако впоследствии ни одна из них так и не призналась в том, что принимала участие в изнасиловании. Затем мать Текет позвала ее сквозь закрытую дверь дома, в результате чего Текет хлопнула крышкой багажника по голове Шаррер. Как только Текет вернулась из дома, девушки решили, что пора покончить с жизнью Шаррер раз и навсегда. Пока девушки ехали по дороге, они снова пришли к выводу, что лучший способ избавиться от Шанды – это сжечь ее. Текет подъехала к заправке Clark Oil к северу от Мэдисона, чтобы заправить бензобак, и попросила Лоуренс купить 2-литровую бутылку газировки, чтобы впоследствии залить в эту бутылку бензин. Закончив свои дела на заправке, девушки поехали на Лемон Роуд. Риппи была знакома с местностью и предположила, что это хорошее место, чтобы избавиться от тела Шанды Шаррер. Увидев старую лесовозную дорогу, они свернули на нее и остановили машину. Текет открыла багажник, а Лавлес и Риппи помогли ей поднять Шаррер на одеяле, которым они укрывали ее ранее. Лоуренс предпочла не ввязываться в это дело и осталась сидеть в машине, наблюдая, как подруги отнесли Шаррер на несколько метров от машины,
а затем положили ее на землю. Риппи взяла бутылку бензина и хорошенько облила тело Шанды. Затем Текет зажгла спичку и бросила ее на пропитанное горючей жидкостью тело Шарер. Бензин мгновенно воспламенился, и огонь, казалось, разгорелся очень хорошо. Девушки запрыгнули обратно в машины и начали отъезжать. Как вдруг Лавлес занервничала и приказала Текет развернуться. Она хотела убедиться, что тело все еще горит. Вернувшись на место преступления, Лавлес схватила бутылку с оставшимся бензином и подбежала к телу Шарер. Она стояла и смотрела на горящее тело Шанды Шарер, которое постепенно сворачивалось, принимая позу эмбриона, а ее язык то входил, то выходил изо рта. Почувствовав, что она увидела достаточно, Лавлес вылила оставшийся бензин на тлеющий труп Шарер и побежала обратно к машине. Мелинда Лавлес сочла предсмертные муки Шанды Шарер забавными и описала их остальным. Шарер наконец навсегда ушла из жизни Лавлес. Текет, казалось, получала удовольствие во время преступления, а Риппи и Лоуренс, скорее всего, не были слишком потрясены, потому что ночью у них было несколько возможностей позвать на помощь, но они предпочли этого не делать. Все их усилия утомили их, поэтому на обратном пути они остановились в Макдональдсе. Во время завтрака Текет и Лавлес несколько раз шутили о сходстве сосисок, которые они ели, с Шандой Шарер. После этого Лори Текет отвезла Хоуп Риппи и Тони Лоуренс по домам и поехала с Мелиндой Лавлес к ней домой. Ранее они вдвоем решили, что Текет переночует у Лавлес. Но перед этим девушки захотели сделать несколько звонков и похвастаться тем, что они только что совершили. Прокурору Гаю Таунсенду не потребовалось много времени, чтобы предъявить обвинение Хоуп Риппи и Тони Лоуренс. 15 марта 1992 года он предъявил обеим девушкам обвинение в убийстве, поджоге, нанесении побоев с применением смертоносного оружия, нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, лишении свободы и запугивании. Во время предъявления обвинения судья Тед Тодд отказался от системы суда для взрослых. После их краткого появления в зале суда они были доставлены в тюрьму округа Джефферсон в ожидании заседания. Позже в тот же день Мелинда Лавлес и Лори Текет предстали перед судьей Тоддом и были обвинены в 7 дополнительных преступлениях, включая растление малолетних и преступное поведение. Месяц спустя, 9 апреля 1992 года, Таунсенд предъявил Лавлес и Текет дополнительный пункт обвинения в убийстве. 22 апреля 1992 года Тони Лоуренс подписала соглашение с государством о признании вины. В обмен на показания против 3 других девушек и признание вины по обвинению в уголовном преступлении, прокурор Таунсенд согласился снять все остальные обвинения с Лоуренс. За это признание вины Тони Лоуренс грозила от 6 до 20 лет тюремного заключения по усмотрению судьи, выносящего приговор. Многие люди были возмущены соглашением о признании вины, но Таунсенд считал, что это необходимо, чтобы иметь свидетеля от штата. Равнодушные появлению нового свидетеля от штата, Лавлес, Риппи и Текет неоднократно отклоняли предложение штата. В ответ Таунсенд подал заявление о смертной казни для Лавлес и Текет 13 июля 1992 года. Кроме того, он выдвинул еще одно обвинение против заговора обеих девушек с целью совершения убийства. Из-за возраста Хоуп Риппи Таунсенд не мог предъявлять требования о применении в отношении нее смертной казни. 17 августа 1992 года Тони Лоуренс была обнаружена лежащей без сознания в своей камере. Ее срочно доставили в мемориальную больницу Скотта в Скоттсбурге, где было установлено, что она приняла критическую дозу антидепрессанта лоразепама. Позже стало известно, что она какое-то время копила назначенные ей суточные дозы, чтобы совершить попытку самоубийства. Первоначально Лоуренс была в коме и оставалась в отделении интенсивной терапии 11 дней, прежде чем вернулась в сознание. После ее выздоровления судья Тодд приказал перевести ее в психиатрическую лечебницу Лайфспринг в Джефферсонвилле для оценки ее психического состояния. Лоуренс оставалась под стражей у сотрудников психиатрической клиники до октября 1992 года,
когда ее снова перевели в тюрьму. 21 сентября 1992 года Мелинда Лавлес и Лори Текет решили заключить сделку о признании вины со штатом. Обе признали себя виновными в убийстве и пытках Шанды Шаррер, а также в поджоге и ограничении свободы. Взамен штат снимал с них все другие обвинения и отменил вынесенные им смертные приговоры. В соглашении указывалось, что они обе соглашаются сотрудничать со штатом, и что их окончательные приговоры по всем обвинениям будут отбываться одновременно. Согласно книге Афродиты Джонс «Жестокая жертва», всего через 8 дней после заключения соглашения о признании вины Мелинда Лавлес была поймана за занятием сексом с сотрудником тюрьмы округа Кларк. Впоследствии этот сотрудник уволился, а Лавлес перевели в женскую тюрьму Индианы. Никаких обвинений предъявлено не было. В ноябре 1992 года Текет и Лавлес присутствовали на отдельных слушаниях по соглашению о признании вины, на которых они признали свои действия в связи со смертью Шанды Шаррер. Судья Тодд назначил оба слушания по вынесению приговора на 14 декабря 1992 года. На следующий день была назначена дата суда над Хоуп Риппи – 1 марта 1993 года. Она продолжала настаивать на своей невиновности. В течение первой недели декабря 1992 года Лори Текет дала эксклюзивное интервью Крису Йоу, репортеру WKFC-TV в Цинциннати. Во время 5-минутного интервью Текет неоднократно обвиняла Мелинду Лавлес в смерти Шанды. «Я не думала, что она зайдет так далеко», — сказала Текет. «Дело было не в том, что я не могла поверить, что делаю это. Дело было в том, что я не могла поверить, что это происходит. Я сказала ей, что это глупо. Шанда обняла меня. Она просила меня не позволять Мелинде совершить это. Она плакала. Я ничего не могла сделать». Далее Текет сказала, что она ожидала, что обвинения против нее будут сняты и что она планирует получить степень в области детской психологии. 10 декабря 1992 года судья Тодд принял соглашение Тони Лоуренс о признании вины в обмен на ее полное сотрудничество. Репортеры со всех концов Соединенных Штатов уже съезжались в Мэдисон в ожидании слушаний по вынесению приговора девушкам. Возраст невиновности по этому делу закончился около 10:45 утра 11 января прошлого года на грунтовой дороге в 15 милях от города, написал репортер Chicago Tribune. Это дело очень похоже на дело Леопольда и Лёба, только в этот раз главным действующим лицами стали девушки, а место преступления переместилось в США, добавил он. 14 декабря 1992 года, в день открытия слушаний по вынесению приговора Мелинде Лавлес, телевизионные фургоны выстроились вдоль улицы возле здания суда округа Джефферсон. Зал суда был битком набит репортерами, зрителями и членами семей с обеих сторон. В начале заседания прокурор Гай Таунсенд в ярких подробностях описал суду события похищения, пыток и убийства Шанды Шаррер. В течение следующих нескольких дней Тони Лоуренс, Лори Текет и несколько друзей и знакомых Лавлес были вызваны для дачи показаний против нее. Прокурор Таунсенд также вызвал на слушание Донна и Ральфа Фоули, обнаруживших тело, шерифа Шипли, детектива Генри, сержанта Уэллса, доктора Джорджа Николса и нескольких членов семьи Шаррер. В конце концов, самое убедительное и душераздирающее свидетельство поступило от матери Шанды, Джеки Воут. Она начала с видео, которое представляло собой коллекцию фотографий Шанды на разных этапах ее жизни. Пока проигрывалась кассета, Воут описывала события, с которыми были связаны фотографии. После своего выступления она зачитала в зале суда ранее написанное заявление, которое длилось примерно 45 минут. Очевидно, что это разрушило всю нашу жизнь. Я говорю за всех нас, когда говорю, что не думаю, что есть что-то более ужасное, чем похоронить собственного ребенка. Большую часть времени я не могу контролировать свои эмоции и плачу, потому что хочу, чтобы мой ребенок вернулся. Я хочу, чтобы она была дома на Рождество в этом году, но я понимаю, что это невозможно. В этом году я не смогла купить Шанде никаких подарков. Под нашей рождественской елкой для нее теперь нет подарков.
Мелинда обманом разлучила меня с моей дочерью в этой жизни. И я хочу, чтобы ты прожила свою жизнь с воспоминаниями об ее криках и виде ее сожженного и изуродованного тела. Я не знаю, кого ты любишь больше всего в жизни, Мелинда. Свою мать или своего отца. Но я хочу, чтобы ты представила их в багажнике этой машины. Я хочу, чтобы ты представила человека, которого ты любишь больше всего, умоляющим и кричащим о сохранении своей жизни. Я хочу, чтобы ты представила этого человека, лежащим на земле, сожженным и изуродованным. Может быть, тогда, хотя я серьезно сомневаюсь в этом, ты смогла бы почувствовать небольшую часть той боли, которую испытывает наша семья. Надлежащим наказанием для Мелинды было бы поместить ее в камеру с фотографиями сожженного тела Шанды и заставить ее постоянно слушать записи моей дочери, кричащей в ту ночь, когда ее убивали. И я надеюсь и молюсь, что ты запомнишь эти слова на всю оставшуюся жизнь. Желаю тебе гнить в аду. По завершении показаний Джеки Воут судья Тодд объявил, что он подождет до тех пор, пока Лори Текет не вынесут приговор, чтобы огласить приговор обеим девушкам. Слушания по делу Лори Текет начались 28 декабря 1992 года и прошли почти идентично слушанию Мелинды Лавлес. Прокурор Таунсенд рассказал более или менее об одних и тех же событиях, а свидетели мало чем отличались. Кроме того, Лавлес и Лоуренс дали показания в рамках своего соглашения о признании вины. Утром 4 января 1993 года Мелинда Лавлес предстала перед судьей Тоддом в ожидании приговора. Он начал с перечисления всех факторов, связанных с делом, включая ужасный характер преступления и возраст жертвы. После небольшой паузы судья Тодд приговорил Мелинду Лавлес к 60 годам тюремного заключения, максимальному сроку, предусмотренному соглашением о признании вины. У вас есть время изменить свою жизнь и сделать что-то хорошее и полезное в своей жизни после выхода из тюрьмы, сказал Тодд, когда Лавлес начала безудержно рыдать. У Шанды Шаррер такой возможности уже нет. Надеюсь, вы воспользуетесь этой возможностью. Мелинда безудержно рыдала, когда ее увели и привели Лори Текет. Судья снова сослался на факторы, играющие роль в деле, и вынес идентичный приговор. Текет, будучи с каменным лицом, не дрогнула во время процесса. Всего через 2 дня после вынесения приговора Лавлес и Текет родители Шанды Шаррер подали иск на $1 миллиард против всех 4 девушек. Иск был подан после того, как телевизионная станция Луисвилля сообщила, что Текет вела переговоры о продаже своей истории кинокомпании, и что Лавлес также рассматривала различные предложения, которые она получила. Родители Шаррер не рассчитывали, что получат какие-то деньги по этому иску. Таким образом, они хотели просто предостеречь убийц своей дочери от получения прибыли за счет этой истории. В тот же день мама Шанды, Джеки Воут, дала краткое интервью The Courier Journal. Ужасно думать, что они могли получить прибыль от убийства Шанды, но я не могу сказать, что была шокирована, узнав об их планах. «Я знаю, на какие ужасные вещи способны эти девушки», — сказала она. Окружной судья округа Кларк Дэниел Донахью согласился с Джеки и быстро издал временный судебный запрет, запрещающий девушкам заключать какие-либо сделки по продаже своей истории. Несмотря на судебный запрет судьи Донахью, закон Индианы требует, чтобы любые деньги, которые уголовник получает за публикацию или права на трансляцию, депонировались в фонд жертв насильственных преступлений. Следовательно, было и остается крайне маловероятным, что девушки когда-либо смогут получить прибыль от совершенного ими преступления. Слушания по делу Тони Лоуренс начались 19 января 1993 года. Слушания длились всего 2 дня, в течение которых следователи хвалили Лоуренс за ее сотрудничество, а несколько учителей, членов семьи и друзей давали показания от ее имени. Суд также разрешил Лоуренс зачитать собственное заявление семье Шаррер. «Мне так жаль вашу маленькую девочку. Я знаю, что вы никогда не простите меня за то, что я находилась вместе с этими девушками 10 и 11 января. Но я хотела бы вам кое-что объяснить. Я очень сожалею о вашей дочери. Я была заперта в течение 10 месяцев, и это время было сущим адом. Мне снились кошмары, в которых я просыпалась с криком
и не могла остановиться ни на секунду, чтобы не увидеть обгоревшее тело Шанды или не услышать ее крики. Я боялась Мелинды и Лори. У Мелинды был нож, и она собиралась убить Шанду. Я знаю, что должна быть наказана, но в моем сердце видеть пытаемую и сожженную Шанду само по себе является наказанием. Я не помогла, потому что я боялась, что они убьют и меня. Эта ночь и утро будут зримо жить в моей памяти до конца моей жизни. Я знаю, что вы имеете право ненавидеть меня. Я хотела бы что-то сделать для вас, но все, что я могу сказать, это то, как сильно я сожалею. После заявления Лоуренс, Джеки Воут заняла место для дачи показаний и дала свой ответ. Я присутствовала на 3 слушаниях по вынесению приговора, и мне приходилось день за днем смотреть и слушать убийц моей дочери, пока они лгали и разыгрывали действия, достойные Оскара. Я вижу адвокатов, пытающихся убедить всех, что эти девочки жертвы. Жертва здесь – это Шанда Рене Шаррер, ее семья и друзья. Тони могла спасти жизнь моей дочери той ночью в любое время. Она предпочла этого не делать. На следующий день судебного заседания судья Тодд приговорил Тони Лоуренс к 20 годам тюремного заключения, что является максимальным наказанием, разрешенным законом. Лоуренс не выдержала и заплакала, когда помощники уводили ее. Хоуп Риппи в конечном итоге также согласилась на сделку о признании вины. И слушание по делу о вынесении приговора началось 1 июня 1993 года. По просьбе защиты слушание было перенесено в Саут-Бенд, штат Индиана, и проводилось в здании Верховного суда Святого Иосифа под председательством судьи Жанны Журдан. В начале слушания Риппи сделала заявление, подтверждающее ее заявление о том, что ее единственным действием против Шанды было обливание ее тела бензином. После ее краткого выступления защита вызвала к трибуне психолога Майкла Шихана. Доктор Шихан заявил, что Риппи была незрелой и действовала исключительно под влиянием Мелинды Лавлес и Лори Текет. Однако показания Лоуренс, Лавлес и Текет рисовали другую картину. Сторона обвинения также вызвала свидетелей по 3 предыдущим разбирательствам. Последней, давшей показания, была мать Шаррер, Джеки Воут. Когда она еще раз показала суду видео Шаррер, она разозлилась после того, как Риппи опустила голову. В ответ судья Журдан приказала Риппи смотреть видео. После окончания видео Воут сделала краткое заявление. «Представь, как бы ты себя чувствовала, если бы кто-то сделал с твоей племянницей то же самое, что вы сделали с нашим ребенком. Ты не можешь знать, какую боль мы испытали. Нет большей боли, чем потерять собственного ребенка». После короткого перерыва судья Журдан приговорила Хоуп Риппи к максимальному сроку в 60 лет с отсрочкой исполнения приговора на 10 лет по смягчающим обстоятельствам, предписав ей испытательный срок на 10 лет на момент ее освобождения. Затем судья Журдан сделала собственное заявление перед судом. У Хоуп Риппи был выбор. Были пути побега, способы помочь себе, способы помочь Шанде. Она вылила бензин, чтобы никто из них не попался, хотя она знала, что это убьет Шанду. Ее отсутствие милосердия, малодушие – ужасный урок для всех нас. После вынесения приговора Риппи, Джеки Воут пообщалась с прессой прямо со ступенек здания суда. «Я больше не знаю, что есть нормально. Я уже не тот человек, которым была, когда Шанда была жива. Я иду домой к моей внучке, которая только что родилась. Ты должна идти дальше. Теперь Шанда с Господом». Весной 1994 года Тони Лоуренс получила аттестат зрелости. 4 года спустя, 10 ноября 1998 года, ей было отказано в досрочном освобождении из тюрьмы. В 2000 году она получила степень младшего специалиста, что сократило срок ее тюремного заключения почти на 1 год. В марте 2000 года репортер одного из интернет-ресурсов разослал письма каждой из осужденных убийц с просьбой высказать их мнение о том, почему люди совершают убийства. Ответили лишь 2 из них. Лори Текет была первой. Я сама часто задавалась вопросом, что побуждает людей совершать убийства. По моему мнению, ни у одного убийцы нет тех же мотивов, как и у всех остальных. Я считаю убийц действительно глубокими личностями, которые ищут какое-то освобождение, физическое или духовное,
но это всегда освобождение. Всегда есть цель для своих действий. Причин может быть много. Скажем, например, я знаю пару человек, которые убивают просто из-за страха, который они видят в глазах своей жертвы, и из-за вида крови на их телах. Мое мнение таково, что они делают это, чтобы почувствовать свое превосходство над жертвой или кайф, поэтому они жаждут пролития крови. Второй ответ пришел от Тони Лоуренс. В чем-то ее взгляды были похожи. Я думаю, что первый раз, когда люди убивают, они убивают, чтобы забраться на тот уровень, которого они никогда не смогли бы достичь любым другим способом. Но в ее письме есть отдельный, более красноречивый абзац, который привлекает внимание. Так вам написала Лори. А что насчет Хоуп и Мелинды? Я ничего не имею против Лори, пожалуйста, передайте ей, что я думаю о ней каждый день, и что со мной все в порядке. Приведенное выше заявление заставляет серьезно усомниться в некоторых утверждениях Тони относительно ее отношений с Лори и ее участия в убийстве Шанды Шаррер. Кажется странным, что кто-то хочет послать наилучшие пожелания человеку, который, как она утверждала, разрушил ее жизнь, жестоко убив невинную девушку. Несмотря на степень участия в убийстве, 14 декабря 2000 года 24-летняя Тони Лоуренс вышла из тюрьмы условно-досрочно, отсидев почти 9 лет из своего 20-летнего заключения. После освобождения Лоуренс кратко поговорила с телестанцией Луисвилля Вейв, прежде чем отправиться обратно в Мэдисон со своими родителями. «Я не остановила это. Я не могла остановить это. Мне все равно, что говорят другие. Если бы я предприняла что-то другое, я была бы мертва. Лежала там рядом с ней, и никто никогда не узнал бы правды». Тони оставалась на испытательном сроке по условно-досрочному освобождению до декабря 2002 года. 3 ноября 2004 года судья Верховного суда Индианы Дженни Маньер сократила тюремный срок Хоуп Риппи с 50 до 35 лет. Согласно сообщениям в Courier Journal, судья Маньер почувствовала, что Риппи раскаивается и, вероятно, сможет стать полезным членом общества. Принимая свое решение, Маньер приняла во внимание степень бакалавра Риппи по программе общего обучения для заключенных Государственного университета Болла, а также время, которое она потратила на обучение собак-поводырей и выступления перед различными молодежными группами. После подтверждения решения судьи, самая ранняя возможная дата выхода Хоуп Риппи была изменена с 2017 года на 2006. Мать Шанды Шаррер, Джеки Воут, была возмущена этим решением. «Она посещала все занятия», — сказала Воут. «Она получила все степени, какие только могла получить. Добавлю, на отчисляемые мной налоги. Она сделала все возможное, чтобы выйти пораньше. Но это просто неправильно. Единственное, чего, по словам Воут, она хотела, это чтобы Риппи и остальные отбыли свои сроки полностью». Хотя семье Шанды было трудно принять известие о предстоящем освобождении Риппи, их гнев снова превратился в печаль, когда 8 мая 2005 года от алкоголизма умер отец Шанды, 52-летний Стивен Малой Шаррер. Сообщалось, что он был похоронен на том же кладбище, что и его дочь. В интервью на канале расследований Discovery в серии программ «Смертельные женщины» мать Шанды Шаррер, Джеки Воут, рассказывала, что он был настолько подавлен убийством дочери, что делал все возможное, чтобы убить себя. Только пистолет к виску не приставлял. И что он пил до смерти. Он точно умер от разбитого сердца. Весной 2006 года центр внимания новостей на мгновение переключился с Хоуп Риппи на Лори Текет. В прошлом году Департамент исправительных учреждений штата Индиана запустил программу под названием PLUS в 3 тюрьмах своего штата. Программа, которая расшифровывается как Purposeful Living Unit SURF, представляет собой религиозный учебный центр для заключенных, которые готовы изменить свою жизнь посредством духовного обновления и образования. В марте 2006 года новостная станция Индианы WTICHR передала репортаж из тюрьмы, чтобы показать, насколько хорошо работает программа. Репортер Энн Райдер взяла интервью у нескольких заключенных, в том числе
у 31-летней Лори Текет. «Я постепенно меняю свою жизнь», — сказала Текет. «Господь был последним, чего я хотела в своей жизни. У меня не было веры в жизнь. У меня не было веры в Бога. У меня не было веры в людей. Ничего из этого. Мне пришлось упасть вниз, чтобы потом начать подниматься». Текет сказала Райдеру, что позор ее преступления определял ее, пока она не попыталась покончить с собой осенью 2004 года. Именно тогда она, по ее словам, почувствовала Божью любовь в своем сердце. «Я взяла Божью руку. Я никогда в жизни подобного не чувствовала». Независимо от того, чья рука успокаивала Текет, 6 месяцев спустя, когда программа Plus пришла в женскую тюрьму Индианы, она была одной из первых, кто подписался на нее. Сейчас Текет проводит свободное время, изучая Библию и разбираясь с последствиями своих преступлений. «Я не думаю, что действительно простила себя. Я чувствую, что это процесс на всю жизнь. Надеюсь, к тому времени, когда я умру, я смогу это сделать», — сказала Текет. В более позднем интервью WTI Chair, когда ее спросили, сможет ли она когда-нибудь простить Текет, Джеки Воут просто ответила: «Прощать этих девушек просто не в моих силах. Простить их должен Бог». Возникает вопрос, почему Текет внезапно ушла в религию. Конечно, интересно, как ее обращение к Богу совпало с сокращением срока Риппи. Комиссар Департамента исправительных учреждений и другие сообщают, что все это благодаря программе Plus, и это нормально. Это может сработать для некоторых заключенных. Однако внезапное озарение Лори Текет вполне может иметь больше общего с ее собственными надеждами на досрочное освобождение, чем с поиском Бога. Пока Текет пыталась наметить свой собственный путь к свободе, Риппи была занята упаковкой чемоданов. И 28 апреля 2006 года 29-летняя Хоуп Энн Риппи вышла из женской тюрьмы Индиана условно-досрочно, отсидев 14 лет из своего 50-летнего приговора. «Она пытала ее», — рассказал Courier Journal Мэтт Шаррер, Джеки Воут. «Она пытала ее 10 часов. Я этого не приемлю. Она убила мою дочь. Я просто в ярости от этого». Затем Воут напомнила репортерам, как Риппи выманила ее дочь из дома, держала ее, пока ее резали и душили, распыляла средства для мытья окон на ее раны и обливала Шанду бензином, чтобы банда могла сжечь ее дочь заживо. По словам матери Шанды, досрочное освобождение Риппи стало возможным из-за того, что прокуроры округа Сент-Джозеф не выполнили свою работу. Воут была непреклонна в том, что они могли бы предотвратить смягчение приговора Риппи, если бы решили выступить против ходатайства об изменении приговора еще в 2004 году. «Она облила бензином мою 12-летнюю дочь и сожгла ее заживо, но она якобы внесла ценный вклад обществу, имеет твердое убеждение и раскаялась. Я не понимаю этого. Я просто не понимаю». Независимо от того, кто прав, а кто виноват, жестокая убийца снова смогла свободно перемещаться по улицам округа Джефферсон, штата Индиана. Однако под наблюдением ее оставляли только на следующие 5 лет, до 2011 года. В октябре 2007 года адвокат Мелинды Лавлес, Марк Смол, объявил, что она также добивается досрочного освобождения из тюрьмы. Смол сказал, что будет утверждать, что права Лавлес во время вынесения приговора были нарушены, и что она получила недостаточное юридическое представительство. «Она признала себя виновной под давлением, полагая, что ей грозит смертная казнь», — сказал Смол в интервью. «Человек делает что-то под принуждением, когда он не имеет права выбора, и сталкивается с угрозой. В то время менялся закон о порядке применения смертной казни. В тот момент казнь ей не грозила». Смол считал, что его клиентка отбыла свой срок и приговор должен быть отменен. Она, по словам Смолла, исправилась и раскаивается. Мать Шанды была расстроена перспективой освобождения Лавлес из тюрьмы. Она не раскаивается. Она никогда не связывалась со мной и не проявляла раскаяния. Она не способна раскаиваться. Она мертва внутри, сказала Воут. Единственные ее слезы, которые я когда-либо видела у нее, были тогда, когда она услышала приговор. И единственное, что она попыталась сделать с тех пор, как попала в тюрьму,
это выбраться оттуда. По словам прокурора округа Джефферсон Чада Льюиса, у Лавлес было адекватное юридическое представительство во время слушаний по изменению приговора, а он категорически возражал против изменения ее приговора. Ожидалось, что окружной суд Джефферсона рассмотрит дело 15 октября 2007 года. Однако это слушание было отложено на том основании, что ее адвокату было отказано в доступе к своему клиенту до начала слушания. По словам Смолла, он дважды пытался навестить Мелинду Лавлес, чтобы подготовиться к слушанию, и оба раза ему было отказано в доступе к его клиенту, потому что тюремные чиновники заявили, что слишком перегружены массой заявок. Для адвоката очень важно проконсультироваться со своим клиентом, особенно прямо перед важным слушанием, сказал Смолл в интервью. Судья согласился со Смоллом и предоставил отсрочку на 60 дней. Во время телефонного интервью Смолл сказал, что в детстве Лавлес подвергалась жестокому обращению, и что эта жестокость сделала ее глубоко умственно отсталой. Смолл также сказал, что его клиентка признала себя виновной под давлением, потому что боялась смертного приговора и не была проинформирована обо всех возможных вариантах развития событий. Прокурор округа Джефферсон Чад Льюис не согласился со Смоллом. Во время интервью тому же изданию Льюис отказался от утверждения о том, что Лавлес не была соответствующим образом проинформирована. У нее было 3 адвоката, 2 из которых были очень известными в делах, приговоры по которым оканчивались смертной казнью, сказал Льюис. У нее была, так сказать, команда мечты. Она также получила доказанную выгоду от признания себя виновной по обвинениям в том, что она избежала смертной казни. Мать Шанды Шаррер Джеки Воутс считает, что Мелинда Лавлес несет наибольшую ответственность за убийство своей дочери. В октябре 2007 года в интервью Джеки сказала: «Мелинда, одна из 4 девушек, она просто злая. Если бы не она, Шанда была бы жива. Она была единственной, кто начал убийство. Она жестоко убила моего ребенка. И когда я говорю жестоко, это было действительно жестоко. Ее пытали 10 часов». Джеки также не согласилась с заявлениями Смолла о том, что Мелинда Лавлес раскаивается в своих преступлениях. От людей, которые находились в этой тюрьме, я слышала кое-что о Мелинде. И Мелинда наслаждается тем фактом, что она убийца Шанды. Она очень гордится этим. Прочитав серию новостных статей по делу Шанды Шаррер, неравнодушная женщина по имени Бренда Найберг, уроженка Иллинойса, приняла меры и создала петицию с требованием оставить Лавлес за решеткой. «Меня никогда никто не заставлял создавать петицию, пока я не прочитала о том, что Лавлес пытается выбраться», — сказала Найберг. «Я не могу представить человека, причиняющего пытки, которые эти девушки причинили Шанде. Я любительница криминальных историй и прочитала обо многих ужасных случаях, но ни один из них никогда не действовал на меня так, как этот. Я не могу перестать думать об этом ребенке. Это чистое зло, сколько бы лет ни было этим девушкам». К декабрю 2007 года петиция собрала почти 7000 подписей. Слушание по делу Мелинды Лавлес состоялось 6 декабря 2007 года. Во время судебного разбирательства Лавлес сказала окружному судье Джефферсона Теду Тоду, что она не может вспомнить большую часть судебных разбирательств, которые имели место до того, как она подписала свое первоначальное соглашение о признании вины. Но она верила, что получит смертный приговор, если не примет предложенные условия. Мелинда Лавлес и Лори Текет в настоящее время отбывают свои первоначальные сроки. Еще неизвестно, получит ли Мелинда досрочное освобождение. Однако из-за политики Индианы по сокращению приговоров на день за каждый день, отбытый при хорошем поведении, Мелинда Лавлес и Лори Текет, возможно, могут выйти из тюрьмы в 2022 году, когда Лавлес будет 46 лет, а Текет 47 лет. Во время судебного процесса над Лавлес, благодаря открытым слушаниям, вскрылись обширные свидетельства, что ее отец Ларри Лавлес издевался над ее матерью, над своими дочерьми и над другими детьми. В итоге он был арестован в феврале 1993 года по обвинению в изнасиловании, содомии и насильственных действиях сексуального характера.
Большая часть этих преступлений произошла между 1968 и 1977 годами. Ларри более 2 лет содержался в СИЗО до начала суда. В конечном итоге судья вынес решение, что все обвинения должны быть сняты, кроме одного случая насильственных действий сексуального характера, в связи с истечением срока давности. В Индиане он составляет 5 лет. Ларри Лавлес признал себя виновным в этом преступлении. Он получил срок с зачетом срока содержания под стражей и был отпущен на свободу в июне 1995 года. Через несколько недель после освобождения Ларри Лавлес безуспешно судился с тюрьмой округа Флойд, запросив $39 миллионов в федеральном суде, утверждая, что к нему применяли жестокое и необычное наказание в течение 2 лет его тюремного заключения. Он утверждал, что ему не позволяли спать в своей кровати в течение дня или читать газету. В 2012 году Джеки Воут, мама Шанды Шаррер, впервые пошла на контакт с Мелиндой Лавлес со времени суда, хотя и не напрямую. Воут передала Лавлес собаку по кличке Ангел от имени своей дочери Шанды, чтобы ее тренировали для программы животных-помощников в Индиане ICANN через Project to Heal, который предоставляет животных-помощников для людей с ограниченными возможностями. Лавлес тренировала собак для этой программы несколько лет. Воут говорила, что на нее обрушилась критика в связи с этим решением, но продолжала защищать его, сказав: «Это мой выбор. Она, Шанда, моя дочь. Если вы не станете взращивать хорошее на руинах плохого, ничто не улучшится. Моя девочка хотела бы поступить так». Воут сообщила, что она надеется передавать по одной собаке от имени Шанды каждый год. Лори Текет была освобождена из тюрьмы Роквилля 11 сентября 2018 года, отсидев почти 26 лет. Ей был назначен год испытательного срока. Мелинда Лавлес была освобождена из женской тюрьмы Индианы 5 сентября 2019 года. Она отсидела в тюрьме более 26 лет и в данный момент находится на испытательном сроке в округе Джефферсон, штат Кентукки. Таким образом, все фигуранты дела о чудовищном убийстве 12-летней Шанды Шаррер выплатили долги обществу и в настоящее время находятся на свободе.